Меня зовут Михаил, и я принимал участие в акции, организованной компанией Экодрифт под названием «Диванный эксперт». В моем случае я владею колесом M Super X компании Gotway, а на тест брал колесо Kingsong фирмы Kingsong 18 XL. Эти два колеса имеют примерно одинаковые характеристики. Они одного класса, у них примерно одинаковый размер, диаметр колеса. Начну с самого главного. Самое главное, и в принципе ради чего я хотел в первую очередь протестировать это колесо, это меня интересовал пробег на этом моноколесе. И к моему удивлению, я был приятно удивлен. Показатели пробега оказались примерно в 1,5 раза выше, чем на колесе, которым я ездил до этого, на M Super X. Получается, я тот же самый райдер, того же самого веса и примерно с той же самой манерой езды проезжал на этом моноколесе, ну, судя по показаниям его приложения, да, в 1,5 раза больше. Ну, то есть для сравнения могу сказать, что на этом колесе я проезжал примерно 45 километров, то есть такой был заезд. И у меня расходовалась батарейка где-то 55%, то есть у меня оставалось 45% заряда. То есть я так рассчитывал, что, возможно, я на нем смогу проехать 80 километров. То есть я бы не поехал на какое-то расстояние дальше 80 километров, потому что я точно как бы понимал, что, скорее всего, я уже больше не проеду. Причем я не гонял здесь до поднятия педали, которая здесь установлена на 48 км в час. То есть я ехал примерно там, достигал скоростей 40, может быть 40 с небольшим километров в час, и на этом как бы больше не разгонялся. А на этом колесе у меня получилось в первый день проехать 90 километров, оно было полностью заряжено, и дома я посмотрел процент заряда, остался 32%, еще показывал емкость батареи. То есть это сразу бросается в глаза. Потом я еще провел несколько замеров. Вот за последние 2 дня я специально записал данные. Вчера я как раз ездил еще на фестиваль, у меня общий пробег за день составил 53 километра, и заряд остался 43%. Это была езда смешанная, это была езда и по парку, и по проезжей части, по шоссе, то есть достаточно быстрая езда. И, кстати говоря, я вчера уже пересек рубеж 200 километров пробега на этом колесе и смог поднять ограничение скорости до 50 километров в час. И, в принципе, я уже вчера вечером и вот сегодня днем я ездил уже, достигая как бы писков там на 48 километров в час. А сегодня я конкретно проехал на нем 34 километра, причем большую часть я ехал действительно, ну, с максимальной скоростью, и у меня осталось еще 66% заряда. Вот сейчас я пришел и померил по приложению. То есть это говорит о том, что примерно 1% заряда расходуется с моим весом и при моей манере езды на 1 километр. То есть, в принципе, мы можем рассчитывать здесь на пробег 100 километров неаккуратной езды, достаточно тяжелым райдером. Не знаю, особенность ли это какого-то вот именно того, что это очень новое моноколесо, или может быть батарейка вот прям нового колеса, или может быть это особенность подсчета километров. У Kingsong мы знаем, что он немножко привирает в сторону увеличения скорости. Может быть это влияние покрышки, хотя я ездил на этом, и по ощущениям это были одинаковые по жесткости накачки, по давлению колес, то есть у меня примерно одинаковый был опыт езды по неровности. Так, что еще можно сказать по поводу этого колеса? Оно, конечно, удобно прямо из коробки. То есть ты сразу получаешь колесо с брызговиком, с хорошими фарами, которые светят, и в принципе тебе не надо бежать сразу в магазин за фонариком. Очень удобная ручка. Она, конечно, я не считаю ее очень надежной, но в плане удобства она действительно удобная. То есть в любой момент, когда мне нужно спешиться с колеса и взять его в руки, она всегда под рукой, она сразу вынимается, она очень качественно контролирует передвижение колеса рукой. И, в принципе, она еще содержит, в отличие от M Super X, тензодатчик в данной модели, который иногда тоже
часто оказывается нужным, да, то есть когда его нет, ты об этом не знаешь, да, но когда он есть, ты поднимаешь колесо, и тебе приятно, что оно не раскручивается, ты спокойно его переносишь. Еще лично для меня является плюсом модели Kingsong это наличие динамиков и музыки через Bluetooth, то есть мне иногда нравится включать музыку. На M-Super такой возможности нету, там отсутствуют динамики. Ну и, наверное, подсветка, вот эта круговая подсветка, которую видно, в принципе, как и спереди, и сбоку, и в ночное время она особенно эффективно смотрится. И, в принципе, каких-то серьезных претензий к педалям нет, за исключением того, что вот именно на этой модели они достаточно жесткие. Ну, наличие пружинки, наверное, это не очень хорошо. В зимнее, особенно время, когда там может, например, замерзнуть вода или что-то, и пружинка может как-то отказать. На M-Super мы имеем магниты. Здесь пружинка, да. Ну, в принципе, я до этого ездил на Kingsong'ах, ну, педали для меня достаточно удобные. И поездив, кстати, на этом колесе, я стал меньше уставать, например. Ну, по ощущениям, я как-то стал даже меньше уставать. Вот, не знаю, с чем это связано. Хотя длина педали здесь может быть даже поменьше, чем у M-Super, но нога стояла достаточно комфортно. Так, из того, что не понравилось, да. Странным мне показалось, наверное, это приложение Kingsong, хоть они его переделали, но первая проблема, которой, наверное, столкнутся в первую очередь новички, да, если они не знать, это жесткая привязка колеса к владельцу в приложении, да, и в случае, если предыдущий владелец его не отвязал, то новый владелец в приложении там не сможет поменять какие-то настройки, то есть нужно обязательно возвращаться к предыдущему владельцу и просить, как отвязать колесо. Второй момент это, наверное, корпус. Вот корпус мог быть, наверное, пожестче. То есть мне показалось, что корпус недостаточно жесткий, и при езде, например, на одной ноге могут быть какие-то там деформации корпуса, то есть могли бы сделать пожестче. Что еще сказать из минусов? Тут, кстати, зарядка происходит через контроллер. Я обратил внимание, что когда я оставляю зарядку на выключенном колесе, оно включается, и к нему еще подключается Bluetooth, там, то есть это тоже как бы необычно. Ну, возможно, это никакой проблемой не является. Порекомендовал бы я это колесо к покупке? Да, я бы его порекомендовал, потому что оно подойдет для большинства людей, для любых целей в городских условиях. Оно не требует какой-то доработки от человека, оно не требует особенной заботы. А мощности его мне никогда не было недостаточно. Вот за время эксплуатации на 250 километров оно заезжало в любые пандусы, горки. Кстати, особенность вот этих колес, я обратил внимание, что M-Super X, что XL, при полном заряде, когда ты выезжаешь на нем из дома и пытаешься тормозить, у тебя нету каких-то писков, то есть батарея достаточно легко обрабатывает торможение даже при полном заряде батареи. Мощность такая, что в любую горку, даже на Kingsong XL, хотя у него технически вроде бы ширина магнитов меньше, чем на M-Super X, а батарея одинаковая, да, то есть мощности, в принципе, мне хватало заезжать в любую горку, то есть никогда не было каких-то там ощущений того, что тебе не хватает мощности. Оно быстро набирает скорость, у него, возможно, чуть более мягкие педали, чем на M-Super X, но мне, например, это даже больше нравится. И, возможно, именно за счет этого, плюс за счет того, что само может быть колесо, именно мотор-колесо чуть легче, набор скорости происходит достаточно быстро, то есть на тротуаре или где-то на проезжей части, то есть ну, ты просто раз и сразу ускоряешься до максималки. Нету какого-то там труда по разгону этого колеса. Тормозит оно тоже достаточно эффективно. Поэтому да, я бы его рекомендовал к покупке.